Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 22 по 28 июля. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты для вашего знака зодиака, какие энергии для вас, мои дорогие весы, видят карты. Я же вас приглашаю на свой сайт, и я оставлю ссылку в описании под видео, прочитать гороскоп до конца 2024 года для всех знаков зодиака. Может быть, прочитать по Луне, по асценденту. Мы ведь никогда не знаем, где придет или откуда придет подсказка. Конечно, будем реалистами с нашим прогнозом, потому что не расскажут карты о личной истории каждого из вас. Не передадут то, что вы чувствуете, или то, что у вас сейчас как задача какая-то на эту неделю вы планируете. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и, глядя на метафору карт, вы свою историю какую-то просчитаете как энергию или альтернативный вариант развития событий. И первая карта, что важно знать, может быть, каким энергиям отдать предпочтение или какая сфера жизни для вас будет наиболее актуальна. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться, чего не избежать. Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергии, денег. И личная жизнь. Итак, что же важно знать? Любовь. Взаимоотношения, карта дуальности, когда вы великий дипломат, и поэтому на этой неделе особенно карта говорит, даже пусть это вопросы работы, каких-то согласований или какие-то очень прагматичные, даже, мои дорогие весы, вопросы, но там все равно, если добавите дипломатии, где-то лояльности, по крайней мере, трансляции лояльности, отношения к людям, отношения к миру, то тогда вы после себя какое-то хорошее отношение, впечатление оставите. Кто знает, может быть, вам еще придется обращаться к этим людям. Даже в каких-то, таких вопросах очень рациональных. Или для кого-то из вас вопросы личной судьбы, личных взаимоотношений, карта взаимопонимания. Для кого-то из вас карты не говорят, что это для всех. Но я должна сказать, мои дорогие весы, для тех, кто один или одна, этот период до конца года, когда нужно, вы можете, по крайней мере, завершить свой сольный вариант, завершить одиночество. Но для этого нужно как минимум выйти судьбе навстречу. Но карта тогда будет нам говорить, есть возможность, правда, и изменить свое качество жизни, встретить человека. Но это не значит в бездействии, это значит нужно продумать, каким образом. Что, как неожиданность. Все то, что я сказала, карта Солнца, карта удачи, карта возможностей. Карта нашего внутреннего эго, когда мы хотим сделать по-своему. У вас на этой неделе вот такие энергии могут преобладать. И, мои дорогие весы, тогда двойка кубков будет говорить, учитывай где-то настроение или позицию другого человека или оппонента. Не дави своим авторитетом. Солнце – это про авторитет. Поэтому будь большим дипломатом, правда. У вас сильная позиция, но вы ведь не знаете, как воспримет ваши сильные позиции другой человек. Может быть, ему где-то это не понравится. Поэтому быть дипломатом определенно полезно и стоит. С другой стороны, вы на этой неделе, мои дорогие весы, ведь карта Солнца – это карта выбора правильного направления на последующие полгода. И вот эта дистанция какая-то для вас может закладываться именно на этой неделе, с учетом старший аркан. И старший аркан – это всегда обстоятельства. Будьте внимательны к обстоятельствам. Что-то здесь мы не можем проморгать, вы, мои дорогие весы. Пропустить для себя что-то важное, оставить на потом или оставаться в бездействии. Может быть, какой-то выбор вы делаете, но значит от этого буквально зависит ваша дальнейшая траектория качества жизни. И это будет формировать новую стратегию, тактику и возможности не просто на эти полгода, а следом на несколько лет. Чему сейчас не время? Ожиданию.
И повторюсь, для тех, кто один или одна, выйдите, как у Бродского, не выходи из комнаты. Но смысл-то этого стихотворения замечательного, как раз о том, что хватит где-то сидеть, в заточении будем говорить, или хватит находиться в какой-то обособленности. Здесь активность, открытость миру. Вдохни сам в себя вдохновение или подумай, как увидеть мир, или добавь себе каких-то путешествий, сделай хотя бы первый шаг навстречу новым возможностям. По карте умеренности не ожидай чудес каких-то. Не ожидай, что судьба сама за тебя сделает выбор. Не жди какого-то знака. По этому аркану нам тоже говорят. Все зависит от ваших приложенных усилий. Ваша судьба в ваших руках. Что вам помогает? Осмотрительность, безусловно. В этой колоде карт принцесса мечей — это у нас прообраз Медузы Горгоны. И если мы немножко вернемся в мифологию, мы знаем, из-за чего она пострадала. Это была прекрасная дева, которая была просто восхитительна, и в которую влюбились, ну, практически все боги. Восхищались, по крайней мере, ею. И за это ей позавидовала Афина Паллада. И она пострадала из-за своей наивности, где-то доброты. Так вот, вам помогает, когда вы не наивны, и когда вы правильно оцениваете людей, обстановку. Вы не должны, если какая-то прежняя история была грустная для вас, или она была связана с разочарованиями, предательством. Это тоже не означает, что мы на себя, как кандалы или оковы какие-то, одели на всю оставшуюся жизнь. Это значит, что мы делаем выводы и идем вперед. Может быть, вооружившись таким мечом, но мы не должны обособляться от мира и при этом держать собственную какую-то планку, держать осанку на любых поворотах и быть готовым к неожиданностям. Все это помогает. Что скрыто? Не давайте денег в долг. Вот конкретно в этой позиции эта карта, карта меценатства. К вам могут обратиться: дай мне деньги, я тебе потом верну. Не вернут. Или вернут, но поздно. Деньги вам могут самим понадобиться. Или вы, мои дорогие, получаете какую-то сумму денег. Такое тоже может быть. Карта финансового успеха. Какой-то финансовый успех, если мы перекладываем на сферу личных достижений, ваших собственных амбиций, на сферу работы. Правда, какой-то может быть как гонорар. Или помощь человека, близкого вам, если ваши отношения уже, ну, не совсем в каких-то начальных стадиях. Тогда тут нет, мы об этом не говорим. А вот именно все же, если мы на вас перекладываем, благодаря вашим приложенным усилиям, какой-то финансовый успех, он предусмотрен уже. И поэтому у кого такое железо пока горячо, какой-то ваш проект по бизнесу, по личному творчеству, какая-то ваша свежая идея, может быть, которая тоже в последующем принесет финансовый доход, когда вы останетесь довольны. Но мы рассматриваем, это вы можете не видеть, вы можете где-то сомневаться. Да, попробовать что-то стоит, при этом быть осмотрительным, собой не рисковать. Но и пока мы не сделаем какие-то первые шаги, как пробный какой-то бросок, мы не увидим, работает это или нет. Поэтому тут может заработать то, что поначалу, как тема какая-то, да, выглядит, ну так, ни шатка, ни валка, или выглядит двойственно. Есть такой момент. Но если мы конкретно, что скрыто, если просят деньги в долг, как я уже сказала, будьте реалистами, потому что, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Дела, работа, бизнес. Ух ты, насколько у вас серьезные арканы. Что-то завершается. Это когда мы двигались в каком-то направлении, вот теперь у вас момент перехода с учетом карты Солнца. Вы не можете закрывать на что-то глаза, на какую-то историю. Иначе вы отдаете на волю случая свою судьбу с учетом аркана умеренности, чему сейчас не время. Вы что-то можете упустить. Упустить то, что лично для вас важно. И, может быть, это касается личной жизни. Может быть, это касается ваших взаимоотношений по части работы. Все же у нас взаимоотношения, да, все решают люди. Двойка кубков, что важно знать. Может быть, есть вопросы у кого-то по здоровью. К примеру, если
Вы чувствуете какое-то недомогание, мои дорогие весы. Хватит сидеть и ждать. Нужно обратиться к специалисту. Самому там не додумывать что-то, а знать о себе что-то конкретно. Вот никакого риска. У вас риск должен быть полностью исключен. Чего бы ни касался вопрос. Пусть вам выпадают дела, работа, бизнес, но даже если мы берем контекст какого-то недомогания, да, здоровья, вроде бы это личная жизнь, но тем не менее, как пойти подняться и пойти, допустим, на какой-то для начала амбулаторный прием, чтобы заявить, что вот, а вот у меня было то-то и то-то, или вот меня беспокоит то-то и то-то, с чего-то начать, сделать первый шаг. Нужно. Если мы говорим про личную жизнь и про какое-то одиночество, конкретно подвести какую-то жирную черту и сказать себе самому, да, пусть у меня прежняя какая-то была разочаровывающая ситуация, но мне нужно идти вперед, иначе хоть и есть такое какое-то странное достаточно, вот такая поговорка «судьба на печи найдет». Что вас может найти на печи, скажите? Вот подумайте об этом, то тогда уже и не обижайтесь, что-то подобное непонятное вас и найдет. Нет, здесь же нам говорят наоборот, с учетом Медузы Горгоны или прообраза по этой карте, что мы должны быть осмотрительны. Мы идем вперед, но мы должны увидеть жизнь в новой реальности. Мы должны увидеть новых людей. И нам не говорят, что мы встретим обязательно какую-то искренность сразу же, с первого шага. Или все будут как-то в восторге от того, что увидят нас. Нет, тоже ведь этого не произойдет. Мир, он идет каким-то своим чередом. Наша задача свое место в нем найти. Или найти своего человека. Это не бывает просто. Но, одним словом, для вас какая-то трансформация. Может быть, по этой карте и на работе, как ведь, если мы говорим старший аркан, это события извне, это на работе могут происходить помимо вашей воли какие-то изменения, или в обстановке вокруг вас меня смотрят люди из разных стран. На работе это как смена руководства или какой-то парадигмы руководства, смена графика работы, или переезд с учетом релокации офиса, или как переход в филиал какой-то работы, или когда обстановка вокруг вас меняется, и для вас нужно быть на этой неделе, с одной стороны, как дважды реалистом, но в то же время не быть скупым прагматиком для самого себя. Что-то здесь есть возможность, даже несмотря на какую-то сложную обстановку, изменить. Или я бы сказала, это как своего рода испытание для вас, мои дорогие весы, на этой неделе, чтобы вы приняли какой-то важный вывод. Эта судьба бросает какой-то вызов. Вот может быть и так. Деньги. Королева жезлов, она как раз удачлива в решении финансовых вопросов. Единственное, о чем нам говорят, черный кот на коленях у королевы, она никому ничего не рассказывает о своих планах. Она умеет хранить тайны, как свои, так и чужие. Она умеет просчитывать на пару шагов вперед. Она умеет работать с информацией. И вот для вас, для решения какого-то финансового вопроса, вам нужно привести в порядок ваши планы с какой-то реальностью. Или, если мы говорим про денежную энергию, то да, у вас сильная позиция, но сказать, что правда тратим деньги, как-то, наверное, не на этой неделе. Тут хорошо продумывать стратегию и тактику. Или где-то сохранять все то, что у вас есть. По крайней мере, учитывать обстановку вокруг вам. По части денег придется. Личная жизнь. У нас выпадает пара, и для кого-то из вас помощь партнера. Вот такое может быть. По шестерке пентаклей, кстати, я сказала, денег в долг не даем. Но если вам, мои дорогие весы, нужно, ведь это карта, когда мы кумулируем деньги. Так вот, если вам, к примеру, вы собираетесь взять кредит в банке, вы можете это сделать, вам его дадут. И у вас есть какой-то человек конкретно, к которому вы можете обратиться, и он вам как раз может помочь деньгами. Для кого-то из вас решение как в личной жизни, как в вопросах финансов, так и в вопросы работы. У вас на этой неделе парадигма вашей жизни может меняться как-то, мои дорогие весы. У кого-то с заходом через личную жизнь, у кого-то с заходом через работу, а у кого-то это вот выход из одиночества. И пусть вас не окружает множество людей, но когда вы должны
просто выйти из какой-то зоны ограничений, переступить какое-то пороговое значение, как по 13-му аркану, выйти из какой-то прежней для себя надуманной, может быть, как надуманного режима или из того, что вы считали правильным, а здесь вы должны пересмотреть ваши какие-то шаблоны отношения к кому-то или отношения к жизни, или завершить вот это ожидание каким-то другим путем. Ожидание, что все само образуется. Нет, мои дорогие весы, у вас на этой неделе от ваших правильных действий будет зависеть от начала до конца. Ваше качество жизни, как и на этой неделе, качество отношений, так и на последующие, как и месяцы, так и годы. Вот такой момент перехода, правда, может быть. Хотя карты ведь достаточно добрая. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.